Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, и я его начинаю с раскраски пейзажи от издательства Клевер. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной, и ссылка на ее канал всегда в конечной заставке. Картинка, конечно же, у нас зимняя, на страничке 6. Сейчас покажу, что в итоге должно получиться. Такое что-то зимнее, уютное. Ну и по традиции я нанесла уже контур, пусть и не везде. Подобрала фломастер. Этот фломастер у меня из набора вот, Fix Price 56 штук с таким космическим оформлением. Это 2, даже 3, 4 фломастера из Ашан с птичкой наборы. Один 36, другой 50 цветов. И Ашан каждый день. 24 цвета. Ну вот это одинаковые оттенки из разных наборов. Просто мне вообще очень нравится этот цвет. Вот такой вот он у меня ассоциация всегда как с космосом, так и с зимой. Безумно люблю этот оттенок, и мне кажется, что когда у меня закончатся эти фломастеры, наверное, я повторю покупку чисто ради этого цвета. Ладно, давайте приступим, буду раскрашивать, но почему-то с ним какая-то напасть, он довольно быстро высыхает, и у меня еще есть маркер, не помню, какой производитель, в Леонардо я брала, там тоже очень красивый оттенок, примерно с такими же ассоциациями. Ну, правда, там другой оттенок, но все равно тоже какая-то с ним напасть, он очень-очень быстро перестает писать. Быстрее, чем другие. Вот этот фломастер суховат, но у меня много серых в принципе. Просто я не знаю, чего я именно этот взяла. Не, но он еще пишет, поэтому вполне можно. Если что, найду ему замену. Пока им пораскрашиваю. Вот про эти фломастеры я почему-то всегда забываю. Они, конечно, не вау, но зато очень интересные оттенки здесь попадаются. А так быстро заканчиваются. Есть долгожители. Надо их еще раз все перебрать. Когда их заправляешь, надолго не хватает. Да, наверное, я этот фломастер заменю. А то им придется долго раскрашивать. Я прям ждала возможности раскрасить эту иллюстрацию. Вообще, когда она у меня появилась, эта раскраска, я была готова прям сразу красить здесь, но дотерпела до зимы. Все-таки сейчас это актуальнее, но она уж очень красивая, уютная. Поэтому я рада, что наконец-то ее раскрашиваю. Не, ну, в принципе, можно было, конечно, снять видео наперед. Впрок, так сказать. Но я даже так думала сделать, но у меня не было времени на это. Поэтому раскрашиваю вовремя, но, наверное, это и хорошо,
потому что сейчас сезон, сейчас настроение. Вот этот цвет, например, мне кажется довольно редкий, он здесь вот подходит, потому что это серый, мне кажется, но с синевой, с такой сине-серый. Сегодня мне пришел как раз заказ с декором, с очередным, поэтому в ближайшее время сниму видео о всяких покупочках к Новому году. И уже можно будет украшать. Хотя я думаю, я сделаю еще несколько покупок, потому что кое-чего мне не достает. Ладно, пусть пока полежит, напитывается фломастер. И я возьму вот этот, тоже очень красивый. Это номер 5. Ну, просто красота. Такой яркий, насыщенный оттенок. Прям очень классно. И вот он напитан шикарно. Но мне кажется, я его вообще недавно брала поштучно. Могу ошибаться, я просто не помню уже, что я покупала. Прям как по маслу красит. И под эту тематику очень хорошо подходит. Я вчера вышла с собакой, у меня так руки замерзли. Сегодня вот пойду за заказом, посмотрю, что за погода. Потому что, в принципе, хотелось бы завтра, пусть и отмены будут занятия, но погулять я, наверное, хочу поехать. Поэтому посмотрим. Потому что я мерзлячка такая. Так, сейчас возьму, наверное, другой какой-нибудь еще цвет для разнообразия. Вот этот. Какой из них? Интересно пишет. Наверное, вот этот. Могу ошибаться. А нет. Не этот. Вот этот пишет. Он очень красивый. Просто вообще. Смотрите, какая красотища. Идеально. Главное, чтобы его хватило на иллюстрацию. Я предполагаю, что что-то я подберу, конечно, на замену, но хотелось бы этим пораскрашивать. Да, наверное, может быть, Икея и Кариока Джой, может быть, там и есть. Вот еще здесь он насыщенный, а вот этот уже, поскольку подсыхает, он более такой прозрачный и тоже шикарно. Да, вот когда раз я провожу, вообще немножко прозрачный, и это мне еще больше нравится. Это будет печаль, если закончится этот оттенок.
Не, ну я тогда возьму большой набор еще. Потому что тут есть прям такие красивые, из-за которых взять стоит. А может быть, поштучно наткнусь на такой цвет. Это вообще шоколадно, как говорится, будет. Чтобы не брать все. Вчера, значит, у меня какой-то глюк случился на телефоне. Я записывала влог и хорошо проверила, потому что на некоторых фрагментах у меня не было звука. Почему так произошло, я, в общем-то, не поняла. Пришлось озвучивать. Это как раз в начале я сказала, что соскучилась по старому формату. Вот, пожалуйста. Но я сказать-то сказала, но прямо здесь и сейчас в моменте не собиралась к нему возвращаться. Вернулась. Изначально влог должен был быть длиннее. Ну и коричневым немножко пораскрашиваю. Вот не скатывает бумагу. Именно эту. Бывает такая бумага, где все скатывается. У меня как-то очень серые, коричневые, синие уходят со страшной скоростью. Напасть. Ну, красные, конечно, как всегда, расходуются медленно. Постепенно дело продвигается. В общем, классные оттенки, и мне кажется, уже симпатично смотрятся. Но как будет в конце, не знаю. Уже тогда в конце декабря покажу законченную иллюстрацию. Ну, с обратной стороны, конечно, протекает. Вот этим цветом я крашу так по чуть-чуть. Он напитывается, и я дальше раскрашиваю. Ну а сейчас пришло время для раскраски Джона Бигвуда «Миллион новогодних котов». Вообще к раскраскам вот Лулумайи и тому подобное я что-то давно не притрагивалась. Ну, пришло время. Давайте покажу сначала, что у меня вообще здесь раскрашено. Так, появилась у меня раскраска в марте 2020 года. Подарок от канала Маринины раскраски. И начала я в декабре 2020 года. Ну, думаю, что тут у меня немного раскрашено, хотя она классная. Так, сделан у меня вот этот разворот, ну, вернее, две совершенно отдельные друг от друга иллюстрации, но получился уже как бы и разворот. Тут вот добавила блестки от луча. Конечно, камера не совсем так передает, а вообще мне нравится. Сейчас посмотрим, что тут еще, где раскрашено. Вот это уже полноценный разворот.
И, в общем-то, он мне тоже нравится, как получился. Сейчас я буду раскрашивать вот этот разворот. Решила его сделать. Так, ну и, наверное, все. Больше ничего здесь не раскрашено. Да, наверное, я раскрашивала вот декабрь, январь, февраль. Вот как-то так и получилось, что по факту раз, два и там третья иллюстрация. Больше вроде нигде ничего нет. Ну, в общем, приступлю. Я взяла уже акварельные карандаши Vista Artista. Иногда я люблю их использовать. Они очень даже неплохие. И я их использую. Мне нравится и как просто карандаши, и как с размытием. Я сейчас немножко камеру получше поставлю, чтобы было видно. Вот. Пусть будет такой ракурс и для разнообразия, и для удобства мне и вам, чтобы было лучше видно. Так, минуточку. Думаю, откуда мне лучше начать. Наверное, я начну лучше вот отсюда. Я сначала обведу по контуру. Вот. А потом буду размывать. Да, я думаю, что карандаш лучше поточить, чтобы он максимально острый был. Да. Главное, чтобы кончик не сломался. Я рассказывала, что в отличие от многих акварельных карандашей, эти и в режиме обычных карандашей хорошо ложатся на бумагу. И идеально просто размываются, как мне кажется. Поэтому их очень хорошо добавлять именно по контуру. И вот когда нужно взять с собой карандаши, например, на прогулку, если мне не нужны какие-нибудь там пастельные цвета, да, то я беру вот эти. Ну, а так могу дополнить Берлинго металлик, Берлинго пастельные, потому что везде по 12 штук. И все это компактно, удобно. Ну, а в основном ограничиваюсь, в принципе. Оп, смотрите, я пропустила. Сейчас я возьму ластик. Так, вот мой ластик. Сейчас нужно будет вот это стереть. Не совсем то, что я хочу. Ага. Главное не забыть, что начала я с темно-зеленого. Вот. И теперь посветлей. Это будут вот эти елочки.
Да, главное при размытии, чтобы была видна разница. В принципе, я пока особо... Оп, сломался. Не представляю как-то конкретно для себя эту иллюстрацию. Ну вот только, пожалуй, вот эта часть. А дальше посмотрим. Так, теперь сердечки. Здесь я уже все за кадром сделала. Тут я хочу сочетать синий, голубой и фиолетовый. Фиолетовый, наверное. Да. Я вот думаю. Наверное, будет правильно, если фиолетовый будет где-нибудь посерединке. Чтобы ничего не напутать, буду по порядку. Вот так вот закрашивать, обводить. А то и в двух карандашах запуталась. А тут и подавно может быть путаница. Темно-синий. Ой, это и смех, и грех. На самом деле. Я сказала про фиолетовый посередине и про путаницу. Ну и, конечно же, не там, где надо у меня оказалось. Ну ладно. В конце концов, это же не 3 сердечка, их здесь много. И понять, где именно я имела в виду, сложно. Между вот этими в любом случае серединка. И получается фиолетовый посерединке. Так что все логично, нормально. Я просто имела в виду синий, фиолетовый, голубой. Но так даже лучше. Так что, может, не зря я ошиблась. Так. Ну вот. В общем, какая-то такая у меня задумка. Сейчас я, наверное, за кадром все быстренько пообведу, а потом уже размывать буду на камеру. Ну, чтобы вам повеселее было. Я обвела, теперь приступим к самому важному. Это к размытию важному, потому что здесь-то ничего нет, а вот тут, да, к сожалению, сухая пастель. Ух ты! А здесь получается что? Типа адвент-календаря, что ли? Кстати, забавно. Можно пораскрашивать. Тут по факту 12 же иллюстраций. Ну, как я понимаю. Ну да, можно за 12 дней до Нового года начать и раскрашивать. Ладно, давайте приступим. Начну опять же отсюда, хотя там меня вряд ли что-то спасет, если здесь будет все просвечивать. Надеюсь, не злостно. Ну просто та вот иллюстрация мне реально нравится, поэтому я уже лишний раз кисточку не мочу. Вообще пусть будет как будет, поестественнее. То есть где-то будет, возможно, побольше, где-то будет поменьше
цвета, ничего страшного. Такие естественные тени. Я так иногда люблю делать. Вот так получается нежненько. Ну, вообще я планирую, чтобы иллюстрация была поярче, наверное, но вот это должно быть нежно. Снизу получилось поярче, но, возможно, это даже классно. Сейчас я сделаю небольшой перерыв, потом вернусь к вам, и мы еще что-то здесь продолжим раскрашивать. Сейчас я вот здесь несколько сердечек размою на камеру, покажу вам, как получается. Вот так. Вот здесь вот уже надо кисточку споласкивать, потому что у синего довольно яркий пигмент. И даже вот после голубого тоже нужно споласкивать. С зеленью было гораздо проще. Вот. Но вообще мне нравится. Смотрите. Вот такая нежнятинка зимняя. Давайте с обратной стороны посмотрим. Хотя пока не высохнет, говорить что-то сложно. Ну нет, нормально. Здесь и самое главное здесь. Но здесь тоже вроде нормально. Сделала небольшой перерыв и вернулась к раскрашиванию. Продолжу размывать. Что-то здесь как-то бледновато. Вот все нормально. Даже я бы сказала, сильно как-то размылось. Ну вот синий он вообще хорошо размывается. Люблю я это время. Прям вообще мне с удовольствием раскрашиваю. Надо только еще с утра пораньше красить. Там вообще классно. Так. Что-то вот это мне уже не нравится. Такое впечатление, что с той стороны что-то проступает, не дай бог. Ну, не, вроде все нормально. И фломастеров здесь точно нет. Что радует? Ну, какая-то грязь. Непонятно. Ну, в общем, как-то так. Ну, это вот на камере выглядит бледновато, на самом деле достаточно ярко. Прошу прощения за грохот, да, у нас там, ну, видимо, кто-то ремонт делает, еще что-то. На пробу взяла оранжевые, коричневые, но вот здесь получилось очень бледно. Ну, я сейчас дождусь, когда высохнет, и пройдусь второй раз. А вот здесь я уже так это посмелей, поярче пройдусь оранжевым. Вот. Я вообще не досмотрела то, что... Я не досмотрела то, что здесь все-таки типа как брюшко, наверное. Ну, каким? Сделать? Сделаю уже, в конце концов, желтеньким даже. И потом размою. Вот чувствовала какой-то подвох. Все равно они как-то еще отличаются. Ладно.
Всегда можно исправить и добавить цвета. Здесь вот пусть будет коричневый, вот здесь немножко, на мордашке, тут по бокам, на хвостике. И попробую тоже размыть. Начну с желтенького. Но главное, чтобы не получилось, что брюшко единственное яркое пятно. Но опять же буду добавлять пигмента тогда. Так даже нормально. Хвостик. Хотелось бы как-то поинтереснее. Немного. Что-то с кошаками вечная проблема. Но мне просто здесь хочется все же поакварелить. Но вообще получается лучше, чем вот здесь. Поэтому я сейчас тогда буду исправлять. Вот так вот. Ну, кстати, вот этот вот оранжевый, он такой интересный. По крайней мере, у него рубашка такая интересного цвета, оранжево-коричневого какого-то такого. Вполне даже. Угу. Это мне WhatsApp пишут. Угу. Вот. Ну что, сейчас буду пробовать в очередной раз размывать. Не совсем до конца досохло, но поскольку там будет такой адвент-календарь, то я, наверное, буду делать и фон яркий. Ага. Ну вот уже поинтереснее будет как-то. Другое дело. Поярче. И вместе с тем есть какие-то переходы и тому подобное. Вот. Главное, я сейчас так подумаю, может быть, всех делать одного цвета или, возможно, по-разному. Здесь, правда, нет серого оттенка, хотя зачем он мне, в принципе, нужен? Ладно, сейчас подумаю. Я еще пораскрашивала. В общем, здесь у меня желтое, коричневое, оранжевое, а здесь оранжевое, коричневое и черное. Ну и шарфики здесь будет вот этот вот цвет использован. И внизу тоже, а здесь темно-синий. Насчет снежинок не знаю, хлопьев снега. Наверное, я сделаю гуашью или акрилом, чтобы поярче было. А вот здесь еще добавлю перламутровую акварель. Пока не знаю, какого цвета. Ну, пока еще просто не решила. Может быть, что-то. Ну, скорее вот здесь вот будет розовенькое, наверное. Потому что уже и голубое, и фиолетовое есть. А вот здесь вот, да, наверное, будет голубое. А лучше всего фиолетовое, потому что фиолетовое присутствует, но его тут не так много. И для того, чтобы иллюстрацию уравновесить, будет очень даже хорошо. Ну, а по итогам, я думаю, она должна смотреться поярче, потому что сейчас получается так, что много белого и много черного. Поэтому на этом фоне, пока все не закрасишь, кажется бледноватым. А с другой стороны, здесь пока все без происшествий.
Да и с этой стороны, в общем-то, тоже никаких происшествий нет, что радует. Ну, ладненько, я продолжу раскрашивать. А вас благодарю за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки рыжие, 3 восьмерки. Под видео вы найдете разные интересные ссылки. Я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.